Хотите узнать, что было до Большого взрыва? Конечно же хотите. И я хочу. Все хотят. А давайте спросим у исследовательской программы под названием «Материализм». Что же там такое произошло? Значит, согласно материализму, вакуума как такового не существует. Существует пространство, где образуется квантовая пена и квантовые флуктуации. Что это на самом деле? Ответа нет, но есть теория струн, которая предполагает, что квантовые флуктуации могут быть проявлением более сложной многомерной структуры под названием струнный ландшафт, который существует в 10, либо по другой теории в 11 измерениях. Вы уже теряете, да, суть, чего я хотел сказать. Все теряют на самом деле, в том числе и я. Потому что самое главное не струны, а самое главное, что из этой квантовой пены начинает происходить инфляция, и начинают вот как-то спорадически, спонтанно возникать различные мультивселенные, и большинство из них непригодны для жизни. То есть в них нету ни планет, ни живых организмов, потому что константы в них сложились таким образом, что там не может быть жизни. Однако есть наша Вселенная, и нам невероятно повезло, потому что из вот этого всего мириада различных вариантов мы оказались именно в той галактике, в той вселенной, в которой возможна жизнь. Далее в этой вселенной начинает дальше разворачиваться материя, появляются планеты, звезды, появляется планета Земля, единственная на сегодняшний день, где жизнь переходит на следующий этап, потому что под воздействием энергии Солнца и большого количества времени там начинает рядом с гидротермальным источником в некой луже появляться первая клетка. В этой клетке появляется информация ДНК, которая уже содержит всю необходимую спецификацию и все шаблоны и все архитектурные схемы для дальнейшего создания живых существ на их основе. Это я сейчас описал Хокс-гены. Начинают появляться различные биологические организмы. Эти биологические организмы раньше постулировалось, что они потихонечку морфогенетически переходят друг в друга, но сейчас с открытием генетики это рассматривается скорее как каталог. Большинство из них вымирает, и самое главное, что у них эволюционирует и появляется сознание. Сознание является очень сложным объектом, который мы не можем детектировать, оно не выводится из мозга, но оно породилось как естественное следствие развития материи. И, следовательно, это сознание вдруг начинает осознавать себя, осознавать всю структуру, но на самом деле первичный толчок для его создания, для его развития – это чистое выживание. То есть нужно было выживать в пустыне, и поэтому человечество придумало смартфоны и компьютеры, и компьютерные игры, и науку вообще как таковую, потому что нужно было как-то вот добывать себе, обеспечивать пропитание. Почему такое сложное сознание появилось только у человека? Нам несказанно повезло. Почему нет других планет, которые бы обладали такой же сложной биологической жизнью? Ну, есть великий фильтр, есть редкая Земля, и есть множество других гипотез, в том числе там РНК-мир, и вот у меня уже на самом деле нету места на доске, я ее могу вообще всю этими квадратиками расписать, потому что каждый из этих квадратиков является ad hoc. Что такое ad hoc? Это означает ситуативная гипотеза, которая вводится для чего? Для объяснения проблемы. Проблема называется развитие науки, поступающие эмпирические данные. Вот чем больше мы узнаем, тем больше нужно строить различных гипотез непонятных для того, чтобы объяснить всю вот эту сложность. То есть, согласно материализму, многие из вас там меня ругают, что я не точно цитирую из Википедии описание материализма, а я и не буду этого делать, потому что основной постулат материализма выводится из его названия уже. То есть это догмат о
первичности материи и, внимание, очень важно, о ее случайном происхождении. То есть материализм отрицает в ядре своей исследовательской программы какую-либо идею разумного замысла. И вот на самом деле различные сложные концепции вроде теории струн, сложные концепции вроде множества мультивселенных вводятся как ответ на аномалии. То есть мы узнаем факт тонкой настройки Вселенной. Тонкая настройка Вселенной требует какого-то объяснения. То есть самое разумное объяснение, его озвучивать вот здесь нельзя. То есть о том, что она была кем-то настроена, это мысль подвергается анафеме, ереси. Тот, кто ее озвучивает, лишается сана вот этого вхожего в храм современной науки. Поэтому гораздо проще говорить о том, что это огромное количество мультивселенных, которые случайным образом вот не могли не сложиться так, и поэтому мы, собственно, все и появились. Теперь ключевой момент: из простого выводится сложное. То есть обратите внимание, вот здесь вот внизу находится самый сложный объект в наблюдаемой нами Вселенной. Это человек. Нету объекта сложнее. Почему? Вы скажете, черные дыры сложнее. Черные дыры мы можем прогнозировать. Человек же, что это такое? Откуда в его материи информация ДНК? Как она работает? Мы не знаем. Мы не расшифровали геном. Что такое сознание? Нейробиология признает трудную проблему сознания. Сознание не выводится из мозга. А это значит, что мы не можем даже понять, каким вообще инструментом подобраться, чтобы измерить сознание, изучать сознание, понять, что такое сознание. Следовательно, человек – это архисложный компонент внутри всей этой системы. Так вот, весь вот этот вот зоопарк ситуативных ад-хок-гипотез нужны для того, чтобы вывести из простого сложное, а тем самым нарушается аксиома каузальной асимметрии, или, проще говоря, принцип причинности. То есть сама наука и вообще сама логика выводится из принципа причинности. Если принципа причинности нет, если он не работает, то это значит, что невозможна логистика, невозможна криминалистика, невозможна наука в принципе. То есть вы можете провести над чем-то эксперимент, потому что вы являетесь адекватно превосходящей этот эксперимент причиной этого эксперимента. Над вами не может произвести эксперимент лягушка. Она проще, чем вы. Вы проводите над ней эксперимент. Следовательно, по этой логике созданию самого сложного объекта в наблюдаемой системе должна предшествовать несоразмерная ему, адекватно превосходящая его причина. Это абсолютно логичная мысль. Однако эта мысль подвергается под запретом вот в действующей парадигме. Почему? Ну, потому что эта мысль страшная, потому что эта мысль неудобная, и потому что в полемике и вернее даже в войне с Западным католическим институтом 150 лет назад материалисты-то, в общем-то, придали эту идею анафеме. А она на самом деле логична. Более того, строго по ИБЕ, к выводу, к наилучшему объяснению, эта идея лучше разрешает все накопившиеся аномалии и тонкой настройки, и трудные проблемы сознания, и информации ДНК. Поэтому если мы вот так вот проведем сравнительный анализ, и вот здесь вот напишем нашу информационно-архитектурную модель реальности, которая постулирует себя на замену редукционистскому материализму, мы, в общем-то, увидим довольно-таки простую схему. То есть, смотрите, у нас есть человек, самый сложный объект в наблюдаемой нами Вселенной. У нас есть Вселенная, состоящая из материи, в которой существует этот человек, причем находится ровно в том месте, где может существовать. У нас есть информационный субстрат,
базовый слой информации, из которой порождается эта материя, и у нас есть непорожденный и не созданный архитектор всей этой системы. Значит, вы очень любите говорить о том, что, архитектор всей системы, как же это так, как он может быть не порожден, не создан? А вот так, это единственное возможное решение проблемы бесконечного регресса. Другого решения этой проблемы просто не существует. Теперь сравните это строго по выводу к наилучшему объяснению. Какая модель вводит меньше сущностей? И теперь второе. Какая модель обладает большим эвристическим синтезом? Какая модель объясняет больше данных? Если мы постулируем, что человек был создан внутри этой системы, то в таком случае мы сразу же решаем проблему обоснования разума, которая не решается в материализме. А это очень серьезная проблема. Потому что согласно материализму, разум человека вот здесь вот развился исключительно ради выживания. То есть это просто эпифеномен, случайное побочное свойство необходимости бороться и выживать. И человеку несказанно повезло, потому что весь материализм – это огромная череда невероятных случайностей, которые не могли не сбыться. Вот человеку еще одна случайность. Невероятно повезло, что у него есть такой разум, с помощью которого он может реверс-инженерить вот этот код, открывать математические закономерности, заниматься наукой, прогнозировать, просто потому, что ему нужно было выжить. Так вот, если поверить материализму, и наш разум – это просто полезная иллюзия, необходимая нам для выживания, то тогда вся наука не объективна. Это просто иллюзия, которую мы придумываем. Все, что я вам рассказываю, это иллюзия. Все, что вам рассказывают научпоперы с кривыми зубами, это иллюзия, которая нужна им для выживания. Нет никакой науки в принципе. Если вы думаете, что это какая-то философская мулька, это не так. Это глобальная проблема самообоснования разума в основе вот этой научно-исследовательской программы. То есть она просто подрывается на старте. У нее нет достаточности основания по Лейбницу. Мы, конечно же, не можем верить разуму, потому что он ненадежен и продукт слепых процессов, но его вывод о том, что он является продуктом слепых процессов, это непреложная истина. Это просто логический разрыв в основании парадигмы. Здесь же в этой модели человек был создан в том числе для того, чтобы нести миссию наместника на земле, быть главным на земле и, самое главное, открывать ее знамения, искать знамения в себе и в мире. То есть занятие наукой – это прямая обязанность человека, которой он занимается на протяжении истории человечества. Познание. Если взять бритву Оккама, и если, скажем так, использовать строго научный подход во всем в этом, то настоящий ученый, не идеолог, он должен взять бритву Оккама и отрезать себя ею. Потому что это мешанина. Вот если это является истиной, то тогда реальность, это какое-то просто шапито. Я не знаю, это плохой научно-фантастический роман, где просто случайно одна материя породила другую, потому что она находится в миллионе, в 11 измерениях, пространстве вариантов. Все это случайно произошло, потому что не могло произойти. Это логически некогерентное, эмпирически неадекватное, методологически несостоятельная исследовательская программа. Вот этот ее защитный пояс, который породил миллионы ad-hoc-гипотез, проходит все критерии определения Лакатоши. Она является деградировавшей исследовательской программой, если измерить ее методом самих ученых, которые в ней выросли. Или вы отказываетесь от Лакатоши сразу же? Его к вам применять нельзя, да? Его можно применять только к маленьким экспериментам. А ко всей вашей исследовательской программе он не применяется, думаете? Это мешанина. Теперь самое главное, самое смешное. У нас есть эмпирические данные древних религиозных текстов,
которые эта программа, естественно, превратила в соломенное чучело. О, это там боженька настроил код и так далее. Седовласый старик. Нет ни одной религии, в которой Бог постулировался бы как седовласый старик. Вас это удивит, но ее не существует. Этого нет ни в христианстве, ни в иудаизме, ни уж тем более в исламе. Нигде не постулируется Бог как сидящий на облаке дедушка. Это вы придумали себе такой образ для того, чтобы критиковать эту модель, чтобы ваша модель вот так вот покрыла более простой и понятный вывод. Теперь у нас есть исламский семиотический корпус, который дает проверяемые предсказания, фальсифицируемые предсказания, которые мы можем проверить. Если мы можем их проверить научным методом, следовательно, этот текст не должен находиться в списке религиозной литературы, в списке культурного вымысла. Это вы поместили его туда, в черный ящик, потому что вам так удобно. Вы объявили победу без боя. Так вот, объективная реальность, когда у нас есть несколько различных гипотез, строго по выводу к наилучшему объяснению, мы выбираем максимально экономно, обладающую большим эвристическим синтезом. Почему вы не выбираете эту теорию? Что такого конкретного вас в ней не устраивает? Что-то внутри, может быть, вам лично не нравится? Если это так, то это не имеет ни малейшего отношения к науке. Отрежьте себя бритвой Оккама, потому что вы логически некогерентны. Ну, правда, ну посмотрите. Вселенная возникла сама, потому что ад-хок, мультивселенные, потому что квантовые флуктуации. А почему вам не приходит в голову, что квантовые флуктуации может быть указанием на то, что мы находимся в производной внутренней структуре? И самое главное, мы основываемся на данных, мы основываемся на реально проверяемых эмпирических текстах, а не на наших вымыслах, которые были придуманы в XIX веке. Но, тем не менее, это считается креационизмом, это считается лженаукой, это считается философией. Почему? Потому что парадигма все еще держит монополию в системе секулярных государств. То есть она не сдаст свои позиции просто так, честно, как на дуэли, приняв то, что ее победил соперник. Она будет до конца сопротивляться, поэтому эта модель никогда не появится в крупных научных журналах. Они никогда не будут писать все сайты и говорить «ученые доказали». Никогда не будет никакого сверху спущенного хайпа относительно этой модели. Эта модель должна прорасти снизу. Это очень важно. То есть если вы понимаете, что все, что я говорю, это логично, если вы видите, как обстоят дела, распространяйте эти видео. Распространяйте эти видео и поддержите эти исследования. Есть канал на Бусти. Огромное спасибо всем, кто поддерживает финансово этот проект. Это позволяет регулярно снимать эти видео. Это на самом деле большая работа, которой вот я сижу и занят уже фактически каждый день. Поэтому огромное вам спасибо. Пишите комментарии, что вы об этом думаете. Давайте вместе здесь, на этом канале, дальше заниматься наукой, а не догмами и бредом.